подписчики и зрители моего канала. И сейчас время простуд, что-то у меня дети закашляли. Буду делать народное средство, отхаркивающее и заодно выводящее мокроту и витаминизированное. Ну, в общем, очень-очень полезное и для детей, и для взрослых это средство подходит. Оно готовится из черной редьки, из меда и все. Я его готовлю в ночь, утром оно уже будет готово к применению. Применять его по столовой ложке 3 раза в день, либо за полчаса до еды, либо час после еды. Итак, приступим к приготовлению. Я купила вот такую вот черную редьку. Купила я ее в Ашане. Сейчас в Ашане она стоит 27,90 за килограмм. Вышла мне эта радость в 13 рублей. Вот, я ее хорошенечко помыла от грязи. Ой, нет, не хорошенечко. Сейчас еще раз домою, секундочку. Все, вот теперь ее хорошенечко отмыла до грязи. Сейчас я отрежу верхушечку, отрежу низ, вырежу небольшую луночку вверху и сделаю сквозные прорези снизу. Ну, в общем, сейчас я вам покажу. Итак, мы срезаем верх. Так, это нам не нужно. Теперь мы срезаем низ. Это нам тоже не нужно. А теперь вот здесь вот вверху я вырезаю луночку. Все, это мы убираем. А теперь я переворачиваю и делаю сквозные надрезы. Итак, насквозь. Направление абсолютно не важно. Вот, 5 будет достаточно. Так, смотрим, проверяем. Да, сквозные. Итак, теперь мы берем стакан, кружку, кладем на нее саму нашу черную редьку. Нам тоже не нужна. Так, берем мед. Мед любой, какой у вас только есть. Вот. У меня такой средней густоты, уже прошлого года, поэтому не сильно он жидкий у меня. Итак, мы заполняем луночку медом столько, сколько у вас поместится в луночку. Большую вы луночку сделали, маленькую луночку, все зависит от черной редьки. Она может быть большого размера, может быть маленького размера, как бы это не принципиально. Так, вот у меня поместилось, получается, 3 чайных ложечки. Так, да, 3 чайных ложечки. Проверяем, чтобы надрез был именно над кружечкой, чтобы наша целебная жидкость не уходила мимо. И оставляем это на ночь. Можно еще, как говорится, некоторые накрывают сверху крышечкой. Вот, можно не накрывать. Это, как говорится, дело сугубо каждого индивидуально, по желанию. Вот, оно и так прекрасно стоит. Итак, суть в чем? Мед проходит сквозь эти трещинки, перемешивается вместе с соком черной редьки. И получается витаминная смесь с большим количеством различных витаминов,
И плюс еще получается, оно имеет небольшой отхаркивающий эффект. Небольшой, оно не выводит прям уж мокроту, что уж, если у вас там ее много, он так прям не отведет. Но он имеет такой эффект, как откашливание. То есть и где-то курс лечения составляет примерно дней 5. Вот. Через 5 дней у вас должно все пройти. Еще раз повторяю, можно применять и детям, и взрослым. Доза одинаковая для всех. Это столовая ложка 3 раза в день. За полчаса до еды или через час после еды. Применять ее детям маленьким тоже можно. Но если у вас ребенок младше 6 лет, то доза составляет чайную ложку. Вот. Включая детей там годовалых и 2 годовалых. Единственное, если у ребенка нет аллергии на мед, потому что мед является аллергенным продуктом. Выздоравливайте, приятного вам аппетита, желаю удачи. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, будет много всего интересного.